Привет! И добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайк и активируйте субтитры, если они вам нужны. То, о чем я хочу сегодня поговорить, основано на моих наблюдениях, из которых я решила сделать мини-урок. Вы точно знаете про такую маленькую частичку «ну» или междометие. Какая между ними разница? Ответ – интонационная. Я нередко слышу от неносителей, когда слово «ну» постоянно выделяется, как, например, во фразах. «Ну, давай пойдем». «Ну, что ты думаешь?» «Ну, расскажи, как прошел твой день?» Вместо «ну, давай пойдем». «Ну, что ты думаешь?» «Ну, расскажи, как прошел твой день?» Чувствуете разницу? Итак, правило очень простое, и оно относится больше к постановке запятой, чем к интонации. Но поскольку запятые зачастую влияют на интонацию, то между ними можно провести параллель. В общем, если перед нами такая часть речи, как междометие, то оно выделяется как интонационно, так и запятой. А если частица, то не выделяется ни интонационно, ни запятой. Обычно мы этим правилом пользуемся как раз, когда нам нужно понять, ставить ли запятую на письме. Однако мы очень часто ошибаемся, и кто-то ставит запятую после «ну» постоянно, кто-то совсем не ставит, но все-таки есть случаи, когда она требуется, а когда нет. Но по большому счету для вас все это не особо важно, если вы не пишете какую-нибудь научную статью или не ведете деловую переписку. Просто информация к сведению. К тому же я не думаю, что вам придется пользоваться этим правилом при выборе интонации, потому что, честно говоря, не представляю, как это можно понять при разговоре, какую часть речи вы собираетесь использовать, междометие или частицу. Я могла бы рассказать вам кучу определений, что вот здесь «ну» выражает побуждение к действию, а здесь удивление, а здесь придает высказыванию большей силы, но это не настолько серьезная тема, чтобы так досконально ее разбирать. Поэтому вечно актуальный совет – много слушать и обращать внимание на то, в каких случаях мы выделяем это слово, а в каких нет. После того, как я подчеркнула этот момент, думаю, вы станете подмечать, каким образом мы это делаем. Ну и для того, чтобы вам было легче, я приведу несколько примеров, а вы прислушайтесь к тому, как я их произношу. Ну и дождь льет, как из ведра. Ну вот почему так? Ну, конечно, нет. Ну, давай на этом и остановимся. Ну, пожалуйста, давай посмотрим этот фильм. Ну и ладно, без тебя посмотрю. Ну, слушай, все не так плохо. Ты уверен, что тебе пойдет это на пользу? Ну, да. Немножко подумала, потом ответила. Ну, когда мы об этом говорим, мне кажется, что она и вправду права. Ну, и что ты предлагаешь? В некоторых случаях обе интонации будут верны, и они будут иметь одинаковое значение, как в предыдущем предложении. Ну, и что ты предлагаешь? Ну, и что ты предлагаешь? Ну, долго мы тебя еще будем ждать? Ну, долго мы тебя еще будем ждать? Ну, давай танцевать. Ну, давай танцевать. Ну, рассказывай скорее, как отдохнул. Ну, рассказывай скорее, как отдохнул. То самое побуждение к действию, когда мне не терпится уже узнать, как ты отдохнул. Давай, рассказывай скорее. Сюда же можно отнести «когда я хочу подумать», и слово «ну» становится словом-связкой, когда можно сделать вот это протяжное «ну, не знаю». Но поразмыслив над этой темой, подумав над примерами, мне показалось, что паузу мы делаем реже, чем говорим это слово без паузы. Поэтому естественнее будет этой паузы избегать. На этом все. Тема вроде бы несложная, и вопросов, думаю, она не вызовет. Но если вызывает, то с радостью отвечу на них в комментариях. Спасибо, что смотрели. Желаю вам всего хорошего и прощаюсь до скорого. Пока!